Хотела дура оградиться от НАТО, теперь Финляндия, Швеция по факту в НАТО. Балтийское море применял на Азовское. Азовское там пешком можно перейти, Балтийское. Ну, хотел отомстить за Одессу, теперь даже родственники погибших в Доме профсоюза кричат «Слава Украине». Про русский военный корабль говорят, кричат. До войны с Украиной Россию боялись, если не уважали, конечно. Сейчас каждый второй додик сыт на триколор, русских за границей пиздят просто потому, что это в кайф. Сафари на русских. До войны недалекая масса считала Кадырова воином и Зеленского клоуном. Сейчас Кадыров просто шу-дон-дон в женских Прадо. Владимир самый популярный в мире президент. Каждый алкаши. Все алкаши раньше Цоя валали, сейчас все ебутся Стефанию. Что там с денацификацией? Как прошла? Продолжать примеры проводить можно бесконечно. Внимание, вопрос. Эй, русня, ебаная русня, когда вы поймете, что вами правит идиот, неудачник, вас ебет публично, недалекий, ограниченный, перепуганный лошара, сука. Когда вы это поймете, что должно еще произойти? Повторяю, не призывников, не тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. И исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, вот по графику. Все делается так, как и запланировал Генеральный штаб. Вот. В строгом соответствии с графиком, по плану. Видно, что военная кампания идет не по плану, что она вошла в самую невыгодную для нас, для русских, вообще форму, в затяжную форму. Всем привет! Российские имперцы, которые еще совсем недавно радовались нападению РФ на Украину, стали постепенно осознавать, что ввязались в заведомо гиблое и проигрышное дело и теперь впадают в пессимизм. К примеру, известный российский имперец, националист, писатель Максим Калашников, который является идеологом нынешней войны, который вообще-то годами к ней призывал, сейчас уже в своих блогах не скрывает, что российское вторжение в Украину обернулось неудачей. Время подвести, наверное, итоги вот этой недели. Она заканчивается, к сожалению, не очень прямо для нас хорошо. Но это не только, соответственно, удар по переправе на Белогоровке, о чем же все говорят. Вот. Ну и вообще, вы знаете, ребят, вот что-то меняется, вот идет перелом. Да уж, перелом так перелом. Собирались взять Киев за 3 дня, а вместо этого увязли в тупейшем, абсолютно бессмысленном конфликте. И теперь тот же самый Максим Калашников, который к этой войне долго призывал, уже почему-то не радуется. Видимо, потому что в его фантазиях российскую армию должны были встречать с цветами, а в итоге все обернулось полнейшим провалом. Начали спецоперацию, а как вы ее ведете? Почему шансы профукиваются? Почему армии бьют спину? Почему ей спутывают руки? Почему не делаются многие элементарные вещи? Вот сейчас даже вот видно, да, в первые дни вот этой вот кампании, вы помните, как царила паника и на Западе, и на Украине? Бегите во Львов из Киева. Собственно говоря, не остановишь русских, ничего. А теперь такое пренебрежение. Да, господи, да что они сделают? Да вот оружие сейчас поставим. Зачем бежать куда-то во Львов? Все, да, они уже... И теперь Максим Калашников жалуется, что, увидев истинные способности армии РФ, никто больше Путина не боится. И все мировое сообщество просто-напросто игнорирует его возмущенные вопли и банально над ними насмехается. Мы с осени прошлого года не допустим продвижения НАТО на восток. Ничего, мы не можем этого допустить. И кампания на Украине за что, в общем, была начата, в том числе и за это. А теперь, после того, как Украину не удалось вывести первыми ударами, молниеносной операцией, победоносной, да, глубокой операцией,
А теперь они обнаглели, вот уже придвигают блок НАТО к самым границам. Еще не очень хорошо все это, ребята, очень. Очень нехорошие признаки для центральной власти Российской Федерации, потому что вот эта операция, это апофеоз вот той системы вставания с колен и выстраивания вертикали, которая вот длилась с 2000 года. Над гениальной геополитической многоходовочкой Путина, который обещал сделать все для сдерживания НАТО, а вместо этого сделал все, чтобы его укрепить и расширить, не посмеялся, наверное, разве что ленивый. И уже даже лояльные в недавнем прошлом властям российские имперцы откровенно издеваются и насмехаются над этой тупейшей политикой Кремля, который ставит себе одни цели, но при этом всегда добивается абсолютно противоположных результатов. Так что вот, ребята, пока, к сожалению, события идут не в лучшую для нас сторону, прямо скажем. Кажется, они стали что-то подозревать. В общем, видим, что чем дальше, тем больше недалекие российские имперцы начинают осознавать масштабы задницы, в которой они оказались. И осознавая это, они начинают сразу всю вину за происходящее валить на Путина, на Кремль. Уже мы видим, что они так отзываются о российских властях без особой симпатии. Но правда здесь в том, что всю эту ситуацию спровоцировали-то в первую очередь они сами. И их вина здесь на самом деле ключевая, потому что именно они были идеологами этой войны. Именно они годами к ней призывали, годами к ней подстрекали. И вот, наконец-то, их мечты сбылись. Это ведь они рассказывали, что Украина неправильное государство, украинцы неправильный народ, который говорит на неправильном языке. Это они распространяли все эти человеконенавистнические идеи. А теперь они хотят как бы отстраниться от этого, говорят, нет, это все Путин, ой, что-то там он плохо воюет. Нет, если они рассчитывают, что им это забудется, и люди забудут о том, что именно они все это провоцировали и готовили к этому почву, то это не так. Я думаю, что никто ничего не забудет. Все понимают, что ключевая вина именно таких персонажей, как этот Калашников, в том, что происходит. И я уверен, что однажды еще настанет день, когда с этих людей за все это спросят.